Доброго дня! Хочу сегодня сделать прогноз для всех, кто родился под созвездием Весы на февраль этого года. Давайте посмотрим, что приготовили высшие силы, что хотят вам рассказать про февраль месяц. Здоровье и ваше эмоциональное состояние, отношения с близкими людьми, а может с теми, кого вы еще не знаете. Здесь ваши надежды и планы, суждено ли им исполниться в феврале. Работа, финансы и деньги. Какое-то влияние извне. События первой половины месяца. И итог месяца. Карта сигнификатора вашего общего состояния в этом месяце. Итак, февраль обещает быть вам месяцем перемен по карте Касам. Все, что вы задумали, а может быть и не задумали, но будут какие-то перемены. Возможно, резкие, возможно, иногда это будет вас тревожить, возникать какие-то страхи, а справитесь ли вы. Но карта советует вам брать жизнь в свои руки, под свой контроль. Вы совсем справитесь, и это будет хорошо для вас. Вот вы можете собрать хороший урожай, такие два снопа. Вот февраль — это время, месяц для перемен в вашей жизни. Что бы вы хотели, подумайте и, возможно, что-то меняйте. Благоприятный месяц. По здоровью, возможно, у вас будут бессонница, какие-то тревоги, какое-то душевное волнение. Карты вам советуют обратиться за помощью к специалисту, чтобы подобрать нужный ключик для решения ваших вопросов. Может быть, послушать какие-то советы, чтобы заняться чем-то, какими-то практиками, чтобы ваше душевное равновесие пришло в норму, и вы были более спокойны, доверяли себе, спали спокойно под луной. Так что обратитесь, возможно, к специалисту. А в личных отношениях обещают хороший месяц. Выпала карта дамы и аистов. Если вы еще не в паре, вы можете встретить своего спутника или спутницу. А если вы в отношениях, то карта аисты может показывать месяц февраль благоприятен для того, чтобы забеременеть, если вы хотели. Или, в принципе, будет у вас все хорошо дома, тихо, спокойно. По карте женщины это такие женские энергии будут преобладать в феврале месяце. Возможно, карта пассивности и особых перемен не будет, но обещают, что все будет так тихо, спокойно, уютно в ваших отношениях. Также, если вы еще не в отношениях, то может показывать, что кто-то приедет к вам. Вы, может быть, встретите какого-то партнера в поездке, в путешествиях, если поедете куда-то. Или, может быть, если вы давно общались с кем-то или недавно общались, то этот человек может приехать к вам в гости. По карте аисты они показывают, что это путешествие или кто-то может приехать в поездке, или вы познакомитесь с кем-то в поездке. Вот такие хорошие карты выпали на отношения в феврале. Ваши надежды и планы. Вы надеетесь, что вы получите какие-то денежные поступления.
И по карте кольцом вы надеетесь, что это будет регулярно. То есть вот такой вот цикличность этих денежных поступлений. Не знаю, может быть, вы размещали какие-то инвестиции, какие-то деньги где-то и будете ждать, и ждете, что будут поступать проценты. Может быть, какие-то подарки, может быть, вы ждете регулярную зарплату или стипендию, или какой-то просто выигрыш. Вот ваша надежда на какие-то финансовый куш. Карта удачная, и одна, и вторая. Так что, возможно, в феврале вы как раз и получите все, что хотели по финансам. А работа и деньги, ну, тут показывают, что, возможно, вы устроитесь на новую работу или начнете какой-то новый проект по карте ребенок. Возможно, будет у вас испытательный срок, и вам придется чему-то новому обучаться. Возможно, также показывает какой-то дополнительный заработок. Ну вот, не особо большие деньги, но, в принципе, обещают карты, что если вы ищете работу, вы ее найдете с испытательным сроком. Возможно, придется новому чему-то обучиться. По карте метла также показывает, что какие-то перемены, ну, в принципе, и ребенок это тоже что-то новое, какие-то перемены на вашей работе, или, в финансах. Может быть, вам заплатят какие-то небольшие деньги, которые вы ждете. Ну вот какие-то перемены будут у вас на работе. Возможно, также вас могут повысить в должности, но для этого вам придется чему-то новому научиться, чтобы получить эту позицию. Здесь влияние извне. Вот, в принципе, карты перекликаются вот тут с началом расклада по вашему здоровью, ваши тревоги, страхи. Здесь тоже какая-то неясная ситуация по карте тучи. И она обещает в феврале разрешиться положительно, будет больше стабильности, поэтому вы успокоитесь, если сейчас или вот в начале месяца будут какие-то неясности, какие-то тревоги, какая-то ситуация будет нестабильная, то по карте якорь, высшие силы обещают вам, что все наладится в феврале, возможно, при помощи вот какого-то мужчины, король трифовый, и ситуация стабилизируется, вы будете более, скажем, в такой стабильной ситуации, будете более уверены в своем завтрашнем дне. Начало месяца вас предупреждает, может быть, какая-то будет опасность, поэтому вам придется принимать мудрые решения. То есть не торопитесь. Возможно, придется выкручиваться из каких-то, как-то вот что-то сложится, какая-то ситуация будет в начале месяца, что вам придется выкручиваться из этой ситуации. Вам карты советуют не принимать скоропалительных решений, подумать дважды. Может быть, какая-то женщина будет, участвовать в вашей жизни и даст вам какой-то мудрый совет. Вот по картам сов, в принципе, змея — это тоже мудрость. Также не злоупотребляйте какими-то, м, наркотическими веществами, скажем так. Какие-то зависимости. Не впадайте в зависимость. Это не решает проблем, если они возникают. Лучше подумать, обратиться за помощью к кому-то. Вот, возможно, к женщине придется обратиться. И ситуация разрешится в вашу пользу. Вот карта мудрости, карта совы идет второй, поэтому она показывает о помощи в любой какой-то критической ситуации, если вдруг возникнет. Также вот окончание месяца тоже карты предлагают быть хитрой или хитрым, как лиса. Находите, вы найдете по карте вот книга, возможно, тайна вам какая-то раскроется,
что-то вы чего-то еще не знаете, какая-то информацию вы получите. А может быть, вы прибегнете, как будете изучать какую-то информацию для того, чтобы, а, выйти из ситуации, вот применить какую-то хитрость, возможно, какие-то найти лазейки и добиться своих целей, добиться желаемого. Вот лисичка вам советует, изучать какие-то законы, какую-то информацию, и, это поможет вам добиться ваших целей. Также карта Лиса может предупреждать вас не поддайтесь на обман. Если вам надо будет подписать какие-то документы, в принципе, вот по карте совы и змея, изучите их внимательно. Что-то нужно изучить внимательно, чтобы не попасть в какую-то ловушку, было, чтобы ситуация разрешилась в вашу пользу. Будьте внимательны и читайте документы, изучайте, получайте больше информации для принятия правильных решений. Ну вот, в принципе, получился хороший расклад. Я желаю всем весам хорошего месяца и до новых встреч.